Всем привет! С вами Кацунеко. А следующая у нас игрушка Immortal, написано на ней, что переводится бессмертный. Вот здесь карандашиком я подписал. Тут мы ничего не видим. Здесь у нас выдавлено чего-то. Чего-то не столь важное. Тыкаем картридж, включаем. Вау! 4 в одном. Феликс Кат, Дарквин Дак, Микки Маус 3 и Jurassic Парк. То есть Кот Феликс, Черный плащ, Микки Маус 3 и Парк юрского периода. Ну, такой себе наборчик, вот я бы сказал, да, интересненько. Ну-ка, Феликс Кат. Вот, кстати, прикол, Феликс Кат, вот у меня шел, смотрите, копирайты все сохранены, лицензия by Nintendo, Феликс Кат Production Inc., 92 год, Hudson Soft. По-моему, Hudson Soft говно делала, религиозное. Извиняюсь, если затронул чью-то религию, но действительно игры были полной чушью. Прикол в том, когда в детстве я играл именно на этом картридже, и именно в эту игру она у меня была темная. Ринг-ринг, звонит телефон. Феликс, типа, want give me сумку. Короче, немедленно дай мне сумку, что-то такое. Я вон твою Китти похитил кошку твою любимую. Так вот, она у меня была в темных тонах, то есть как будто кто-то уменьшил яркость на телевизоре. Такая штука. И еще у меня была такая штука с игрой Battletoads, то есть в первой части, с лягушками. Не знаю почему, но была такая штука. А тут, как видите, все четенько. Все зашибенно. Да, тут были такие бонусы. Феликс, жизнь одна. Игра сделана по одноименному мультфильму. Как вы видите, мы собираем буковки П, если я не ошибаюсь. И прокачиваемся. Волшебник, потом машинка, там самолетик, всякие приколюшки. В детстве я мультик этот не видел, а может видел несколько серий, потому что я помню Феликс Кат, ну, кота Феликса. И знал, что по мультику, а вот сам мультик я не особо помню. Но помню, что смотрел. Как видите, меня задели, я опять, так сказать, получил даунгрейд. Не, собираем сердечки. Да, или что это? Я так что-то не разглядел. В общем, пауэрапы собираем, превращаемся. У него, короче, волшебная сумка. Он доставал из нее всякую херню различного рода. Типа как этот инспектор гаджет, блин. С всякими примочками. Да, вот сердечко с буквой М. И далее. Бям-бям-бям. А молочко собираем, это наши очки. Игра на время, как вы видите, идет. Ну, вот прикольная в свое время игра была, вот она мне очень нравилась. Кстати, судя по названиям игр в этой 4-игровке, этот картридж ценился в свое время, да. Читайте Кот Феликс, есть Черный плащ и Jurassic Парк. Это было раньше круто. Такие. Черный плащ топовая игруха. Ну, танк. Феликс тоже, я бы сказал, такая не из последнего числа наикрутейших игрунь. В основном Чип и Дейл, Черный плащ. Ну что, затестили. Едем дальше. Следующий у нас Darkwing Duck. Это Черный плащ, копирайты на месте. Но это, походу, копии лицензионных игрушек.
I am the Terror. Может быть, это даже и лицензионный картридж у меня. Кто, пацаны, в курсе, скажите, были ли такие 4-игровки лицензионные? Хотя, мне кажется, навряд ли. Раньше не делали такого. Кстати, там стояли 4 микрухи, как вы видели. Может быть, на каждой микрухе своя игра. Музыка клевая. Черный плащ. Что-то только крик неон появится. Press start. Да, прикольная музыка. Ностальгию такую вызывает. Что, я нажал? Старт. Once again, we need your help, but Darkwing, I'm Mr. Old's crime wife has sweep out of the city. We believe these crimes are the work of that secret. Да, мой английский пиздатый, я знаю. Спасибо. Так, куда ты... Ну, тут этот... Чувак из утиных историй. Как его? Зак? Зигзаг. Выбираем, куда мы хотим пойти. Давайте вот на мост. Это вот самое такое. Jack and his blocking construct on new bridge. Новый мост. Yes. А. Кнопка No B. Конечно, yes. И полетели. Начнем с моста. Ну, смотрите, фишка у него. Я черный плащ, сказал он. Он может зацепляться. Вот я раньше не знал, что если нажать вниз и прыжок, можно спрыгнуть. Когда я впервые в нее играл. Еще фишка такая. Потом мне только парнишка один подсказал, что можно делать вот так. Нажатием вверх он ставит плащ, и это у него как щит идет. Можно закрываться от пуль, к примеру. Вот. Старт, газ, газ энерджи и жизни. Это, скорее всего, какое-то сокращение от GAS. Thunder, молния. То есть 10 у нас молний. Можем пустить. Вот сельвик нажимаем. У нас оружие молния. Ох ты, как без турбо-то тут. Плоховасти. Не повезло японским детишкам, которые... Ну, хотя они врубились у нее с 80-х годов. Это приставка 83-го года. А до нас дошла только в 90-х, наверное, 99-х. Ой, ну да, в 90-е мы в ней играли. Ну, в принципе, через 7 лет, 7-8 лет прошло, и мы ее застали. Хотя у тех, наверное, уже было что-то покруче. Но игруха прикольная вообще. Не знаю, я ее, по-моему, всю не проходил. Тут секретов до хренища всяких разных. Мы в школе, когда учились, играли. И кто-то там, я там нашел секрет. Толком-то объяснить не может, где, что. Давай там на листочке рисовать. Вот там-то, там-то. Где мышь здесь была летучая? На крюке сидела. Вот так ее можно убить. Это тоже. Вот, и потом такие, да я ни хрена не понял, где, что я там не видел. Приходишь на следующий день, так говоришь, что да ща давай, короче, после уроков ко мне зайдем. Там он говорит, я тебе покажу. И вот он мне показал вот этот вот бонус. Я, ни хрена себе. Обалдеть. Ну и, конечно, мы там рубанулись еще в Бэтмен Флэша, с ним прошли на двоих. Вот здесь тоже я не понял, как и что делать. Он такой... А оказывается, потом нажимаешь плащ вверх, то есть крестовину держишь вверх, прыгаешь и вот так плащом сбиваешь вот эти вот яички. Раньше
с лицензионными картриджами шел мануальчик, где все описывалось, как и чё, кнопки, куда. Даже возможные прохождения какие-то были такие. Ну, к примеру, как в мануале на Sega Rings of Power. Там, кстати, в конце отведено прохождение игры. Потому что игрушка сложная. Скорее всего, все это, я даже не предполагаю, я более чем уверен, все эти фишки были описаны в мануале. Вот здесь можно использовать плащ, смотрите. Опять же, без турбокнопки хреново. Можно было бы легко использовать. Вот эта штука нам понадобится heavy, то есть сильная, да? Для босса. Зелененькая штучка. Этого можно не убивать, хотя задеваем. Вот здесь первый босс Квага. Банановые мозги кидает нам кожурот бананов. И мы, ну, я вот дошел до него, и вот как, чё, куда, я не знаю, как спуститься вниз. Ребенок, блин. И потом хитрым способом, или мне кто-то подсказал, или я сам догнал, что можно спускаться. Ну, как вы видите, как только вы спускаетесь, он убегает от вас. Еще одна фишка. Поэтому жмем на Select и кидаем вот эти, как мы их раньше называли, орехи, что ли? Да, орешками. Или камушками. Как-то так. И вот таким вот элегантным способом мы его убиваем. Прикиньте, это же надо было догадаться. Это не как сейчас в новых играх везде обучалки там показывают, рассказывают, за руку вводят, разжевывают. Как будто вот реально игры растят дебилов, которые при каждом малейшем каком-то сложном моменте сразу пиздуют на YouTube смотреть прохождение, блядь. Я охуею. Раньше интернета ничего не было, мы догадывались сами, общались, блядь, никаких контактов ебаных не было, ходили друг к другу в гости, не звонили, телефонов тоже не было, мы знали, где кто живет. Сейчас даже не все знают, где живет его друг, он тупо ему звонит и где-то встречаются. Как-то так. Раньше жизнь была хардкорнее, так сказать. Ну да ладно, давайте следующую игруньку Mickey Mouse 3. Camco Present. Опять японская версия, как Питер Пен. The Walt Disney Company. Camco, 92 год. Ну, раньше мы называли китайская, потому что все азиаты были китайцы. Вот так. Ну, тут мы увидим Гуфи и Микки Мауса. Гуфи это справа, если кто не знал, собака. Что-то он болтает, наверное, типа там Мини похитили. А Мини это тоже девушка Микки Мауса, подружка. Чипс. Что за чипс? Клубника. Вот тут у нас хоть на английском написано. На кнопку B мы зажимаем, надуваем шарик и его держим. У нас прыжки получаются намного длиннее и медленнее опускаемся. Если его сделать так, надуть, положить, и можно высоко подпрыгнуть. Пускать как вверх, так и прямо. Лево-право. Игрушка такая детская, ну, я бы сказал, прикольная на то время была. Мне было в нее интересно играть. То есть по геймплею она интереснее, нежели там Покахонтас или Червяк Джим или там Золотой этот билет говнище.
Вот это да было. Поэтому я говорю, эта четырехигровка на то время очень ценилась. А как вы знаете, картриджей в то время было мало. Не все, конечно, давали за просто так поиграть. Или менялись, но менялись на что-то существенное и интересное. В основном на такое же что-то крутое. Потому что была вероятность этот картридж потерять. То есть человек тупо мог не отдать, сказать: ой, извини, я там потерял, давайте взамен что-нибудь, игруху там дам или какую-нибудь другую игру на Денди, либо там такую игрушку, там человечка какого-нибудь, трансформера или еще что-то. Ну, в основном предлагали какое-нибудь говнецо, либо что-то прикольное. Ну, ты понимаешь, что картридж-то был лучше, он тебе нужнее. Было и такое. Ну, соответственно, потом он находился, мне его отдавали, видимо, человек наигрался в него, мне возвращал, свою игрушку забирал у меня. Такие дела. Один раз такое было. А иногда у меня была трилогия Ninja Gaiden или Ninja Rukeiden. 1, 2, 3 части на одном картридже. Крутой тоже сборник в то время. Прям вообще прям на вес золота был. На вес золота. Ну, что-то Мини там заболела. Кручмагдак хотел сказать. Этот... Как его? Как же его звали-то, блядь? Гуся, блядь, этого в матросской одежде, блядь. Да ладно, да не суть. Следующая игра Jurassic Park. Смотрите, как вверх, так вниз можно переключаться. Это классно. Ну да, вот эту трехигровку с Ninja Gaiden трилогию я поменял на сеговский картридж D&D, там Warriors of the Eternal Sun, то есть Воины Светлого Солнца. Что такое, короче, это 4 мужичков, я его так раньше назвал. Сейчас она у меня есть в коллекции в лицензионном виде я купил. И да, эта игра тоже крута. One Players. Ну, 1-2 игрока, музыка, только спецэффекты. Либо музыку отключить, либо все вместе. High score. Тут херня какая-то. Сатару. Здесь, кстати, копирайты, по-моему, подтерлись. Только год указан. Уровень 1. Найдите гигантский трицераптор. Стрампет. Найдите, наверное, обезвредьте. Б повторить. А выход. Игрушка тоже в свое время была прикольная, но мы в нее не догоняли, как играть. Потом оказалось, вот эти вот, как мы думали, синие камни — это яйца, которые нужно собирать. Смотрите. Видите, 9 осталось. Потом там нужно будет зайти в здание, что-то открыть ворота. Оказываются вот эти вот столбы с терминалами. Тоже ключ-карту. Видишь, нужен corrected security card, то есть правильная карта безопасности для доступа. Entry denied, то есть вход не разрешен. Идите в жопу, говорит этот столб нам. Вот это, по-моему, карта вот эта доступа. Если я не ошибаюсь. Вот смотрите, online help или gate control, то есть контроль ворот. Ну, тут нам что-то пишут, моя не понимать. А в детстве мы вообще не понимали, делали метод тыка, либо один у нас
То же самое, что сейчас для меня иероглифы, раньше был вот английский язык. Я знал только вот внизу слева написано Press Start to exit. То я знал, если нажать Start, то будет выход. Gate контроль выбираем. И здесь нам пишут доступ. Ага. Зайдите в системные restricted from this console. Короче, хуйня какая-то непонятная. Ну, тут нужно собрать все яйца и зайти вот... Он еще прыгать умеет. И зайти вон в то здание попасть. Вот такая вот игрунька. А следующая у нас игрунька Янкис. Интересная. Она такая тяжеленькая. Здесь тоже ничего не понятно. Синий картридж. Ну, я так полагаю, на ней игра Rocketman, по-моему, что ли. Короче, кот с перчаткой, мы его раньше так называли. Такой кот ходил и перчаткой бил. И сейчас мы его включим и проверим. Давайте посмотрим. Что ж там такое? Ух ты, блин, тяжелое такое. Ого. Зацените, какая стоит в нем плата. На микрухах. Я думал, что она такая тяжелючая. А оказывается, вот из-за чего. Сейчас я ее поставлю назад, и мы продолжим. Врубаем Нянкинс. Синий картридж с котиком, там Тасманией. 7 в одном. Нажмите старт, вверх или вниз бутон. Chip and Dale 2. Turtle, Revolution, Magic Block, Adventure Island, Gyros, 634 Sword. Ну, давайте начнем сначала. Chip and Dale. Это японский Chip and Dale. Ну, тоже, кстати, вот я скажу вам, этот картридж был охеренен. Так что на нем подборочка такая неплохая. Chip and Dale, черепашки. Это тоже крутые игрушки, тем более. Фаткат, толстый кот. Ну, в мультике так и назывался, Толстопуз. Что я не помню этого. В английской версии, наверное, такого не было. Это вторая же часть. Гаечка. Кстати, по поводу имен в мультике. Ее звали не Гайка, а как-то по-другому. Девайс. Вроде так звали. Чип и Дейл тоже там по-другому. Мужик. Ну, в общем, тут переводчики на свой лад забубенили имена. Дейл что-то там балакает нам на неизвестном шифре, который нам показывают в диалогах. Да нет, слушайте, по-моему, в английской версии не было этого мультика, так сказать, заставки. Вот эти отбивать могут вилкой. Здесь, кстати, тоже дохренища всяких секретиков. Даже некоторые секреты мне знакомый один показал, куда можно попасть только вдвоем. То есть берешь второго игрока и кидаешь его. И он прилетает там в одном узком пространстве. Это, по-моему, где-то в канализациях, что ли. И там игра в баскетбол. Кто забьет, там жизни давались или что, уже не помню. Соревновательный бонус.
Здесь темный ящик, в нем сидит, я думал, змея. Какой-то кенгуру. Кенгуру какой-то. А вот, блин, наискосок кидает ли он? Просто с такой крестовиной я не знаю. По-моему, как-то можно было ящики кидать наискосок. Вроде бы. Здесь тоже бонус. Короче, прыгаешь по кнопочкам и по пробкам и берешь звезду. Звезда, по-моему, если я не ошибаюсь, то звезда — это жизнь. Вот эти тоже штучки собирать желательно. Набрав определенное количество, мы получаем жизнь. Если бы я сейчас играл на двоих, то я бы летал на воздушном шарике и не начинал бы уровень заново. Вот эти вот фишечки все с водой, кручением вентилей, там где-то даже самому можно было делать это, прыгание на пробках по бутылкам из-под шампанского. Очень прикольно раньше было. Нам сыр типа дал. Заяц на пылесосе — первый босс. Я в мультике не помню, был ли такой, но, по-моему, не было его. Да, тут сундуки падают сверху и валишь зайца. Иногда можно было его подманивать, чтобы ему прям на башка падал сундук, ящик. Вот как здесь, если не брать, то он бы ему упал на голову. Давайте покажу фишку с двумя игроками, как правильно кидать. Тут тоже копирайты, по-моему, подтерли. Ставим 2 игрока. О, смотрите, мультика не было, или я его пропустил. Короче, берешь. Блин, мне нужно больше места. Так. Берешь Дейла, идешь, когда он начнет мигать, ты кидаешь его. И, кстати, когда ящиков нету, можно вот так убивать врагов, проходить боссов некоторых. Вот, видите, летаю на шарике, все замечательно. Вот таким вот хитрым способом можно попасть в скрытые места. Пчела меня медом ударила. Дальше у нас Turtle, тоже японская. Походу все японские игруньки. Копирайтов нету. Это черепахи-ниндзя. Первая, по-моему, часть. Раздавили сразу же. Обалдеть. Как видите, у меня сдох кто? Леонардо? Как тебе выбрать-то? Да, Леонардо с мечом. Хомер. Ну, такая себе игрушка. Прикольная на то время. Не помню, на двоих вроде играть нельзя. Можно менять зато игроков. Точнее, черепах. Посредственно в игре. Мы видим карту. Тут люки, куда заходить. Сплинтер что-то нам говорит на абракадабре. Ну, такая вот игрунька. Хорошо, что все запускается. Меня это очень радует. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кэцунеко. Еще услышимся.